Всем привет, нахожусь на монтаже, покажу новое изделие, что и как у нас что получилось. Первый, значит, вот такой портал над камином. Выполнен он из массива дуба. Очень толстая плаха была, изначально 10 сантиметров толщиной. Обработали, сейчас она 8 сантиметров толщиной идет, вот так вот. Массивная, тяжелая. Значит, в нем трещины все стали открытые в естественном виде. Все везде сглажены, чтобы, не дай бог, никто не поцарапался, не порезался. То есть пройдено везде шкуркой, все зачищено, но вид оставляет вот такой натуральный. Здесь был вставлен металлокаркас, к нему уже прикреплена основная вот эта столешница над камином. Плюс вот такие ножки из того же самого массива. Сделана специально немножко неровная она вся, более такая естественно натуральная. Есть небольшие сгибы, также на ножках, на одной и на второй. Покрыта слоем грунта и слоем сильно-матового лака 5% сайрлаковского. Все везде натурально, без всяких добавок, без морилок и тому подобное. И из того же самого массива вот такой вот столик журнальный, 600 на 750 диаметр столешницы и высотой 45 сантиметров. Здесь везде он залит, пролит эпоксидной смолой коричневого цвета, сильно тонированная, непрозрачная. Так это смотрится. По всему массиву, что там, идут трещины сквозные, были полностью пролиты насквозь. Массив весь был скреплен именно смолой. Снизу сделаны царги, все из дуба и ножки. Все в один цвет, в один тон, под один интерьер. Позже здесь же в углу тоже будет у нас мебель из дуба, чтобы все смотрелось везде одинаково. Камин закрытый, большого огня, температуры здесь нету, поэтому у нас массив бояться этого не будет. Ну и плюс он везде у нас под большим слоем лака и скреплен к металлу полностью. Его не поведет, и толщина тоже его будет держать. Так что все это надежно и долговечно. Вот такая вот красота у нас и получилась. Трещины очень глубокие, местами сквозные. Вот так это все смотрится. Везде натуральные разломы. Везде грунт, лак и более ничего. Самые опасные места были вот здесь. Трещина идет полая, длинная по всей. Возможно была скалываться. Внутри подлили клеем и все везде сгладили. То есть не боится никаких порезов и ничего у нас не будет. Столик тоже покрыт тем же самым грунтом и лаком. Абсолютно ничем внешнего вида не отличается от камина, только разница в том, что здесь смола есть, присутствует, полностью залита вся поверхность у столешницы. Получается такой, все поры, все закрыто, как пластик у нас. Большой слой здесь грунта, поэтому его можно спокойно протирать чем угодно, как угодно, и ничего с ним не будет. А здесь у нас, как я уже говорил, все открытое. Вот так смотрится. Ножки каминные стоят в распорке и на клею. Без всяких саморезов, без всего. Стоят очень плотно, никуда они не денутся. Что одна, что вторая. Прямо на ламинате. Без всяких добавлений. Ни тем более всяких уголков, ни тому подобное здесь быть не должно. Ну все на этом, друзья. Кому что понравилось, спрашивайте, звоните, пишите, на все вопросы отвечу. Счастливо. Я на тропке горной притомилась, прикорнула я под сенью дуба, а когда средь ночи пробудилась,
святати, так сподобилась я Божьей благодати. Только дом зеленый